Продолжаем знакомство с инструментами SketchUp. Сегодня рассмотрим мы несколько таких инструментов, как сцены, слои и стили. Эти три инструмента начинаются на S. Ну и начнем сначала с первого, который называется стиль. Найти этот инструмент можно вот здесь, в вкладочке Windows. И вот здесь, видите, есть стиль. Нажимаю стиль. И вот эти стили здесь внизу показаны. Что это означает? Посмотрите, какой фон у меня, какие у меня толщина ребер, как изображается здесь предмет, который мы моделируем. Я вот включу, например, какой-то другой стиль. И вот видите, выглядит оно немножко по-другому. Да? Можно включить вот такой стиль, такой стиль. Ну, то есть это дело вкуса при оформлении, какие стили можно поставить. Здесь можно выбрать много разных стилей. И даже в том числе такие стили, как, вот видите, вот такие, которые показывают, как бы это выглядело там на фоне, например, ткани. Или в другом каком-то стиле, как будто бы это изображено было бы там углем на холсте. Ну и то есть разные есть варианты. В том числе даже такие варианты, как вот такие, как чертежные наброски, эскизы, разные варианты. То есть каждый, кто желает, может себе подобрать стиль тот, который ему нравится. Ну, чаще всего пользуются вот стилями вот такими, да, которые имеют там фон зеленый и отображение так, чтобы были ребра тоненькие. Ну, еще раз подчеркиваю, что это дело вкуса. Каждый может сам себе какие хочет стили поставить. Или это можно сделать в конце, для того, чтобы подать потом готовая у нас модель в наиболее таком представительном варианте. Вот все, что касается стилей. Теперь давайте посмотрим другой инструмент, который тоже можно здесь найти. Здесь этот инструмент называется у нас слои. Если я этот инструмент выберу, слой, вот он, слой, то опять открывается это окошко. И панелька слои вот здесь находится внизу. Ну, кстати, они могут располагаться по-разному. Может быть здесь внизу, может она быть вверху. Эти панельки, вот, например, мне стили не нужны. Я могу ее закрыть. Да, и панелька слои поднимается. По умолчанию все предметы, все элементы моделирования, которые мы создаем, находятся на одном слое. Это слой нулевой. И этот слой мы удалить не можем. Но мы можем разным предметам задать разные другие слои. Что это значит? Например, я создам еще слой дополнительно, один. Вот этот будет слой 1. Слой нулевой выключу, если он будет выключаться. Если переключу на первый, и слой 1 выключу. И посмотрите, что произошло. Вот этот кубик у меня принадлежал слою 1. И если я отображение слоя выключил, его не стало. Теперь я создам еще один кубик. Вытяну его. Потом покрашу. Каким-то там цветом. И сделаю из него компонент. Значит, этот, получается, у меня кубик принадлежит слою 1. Теперь я поставлю галочку, чтобы отображался слой нулевой. Видите, оба кубика видно. Теперь я главным поставлю слой нулевой, а слой первый выключу. Видите, кубика нет. Ну, скажете, для чего это нужно, для чего вот так я могу делать. Дело в том, что когда модель сложная, на ней есть много объектов, то сама модель по себе начинает медленно работать.
Потом забраться, например, внутрь здания, ну, бывает сложно. Вот если мы хотим сделали стены, а потом хотим поставить мебель, нам стены мешают. Поэтому никто не мешает, например, сделать что? Стенам задать один слой, крыше за другой слой, там, например, фундаменту третий слой. И вот мы хотим поработать внутри здания. Мы можем слой со стенами взять и отключить. Да? И, во-первых, сама программа будет работать быстрее, и нам удобно будет размещать внутри какие-то дополнительные элементы, которые по-другому было бы сложно поставить. Так, ну и следующий инструмент, о котором мы должны сегодня поговорить, это тот же, он находится здесь, и вот он называется так, сценный. Ну, он у меня был включен, то теперь я его опять выключил, теперь включу, поставлю галочку. И вот этот инструмент сцены, вот он у меня появился внизу. Но я его подниму чуть-чуть повыше. Что это означает? Что это означает? Вот видите, у меня тут уже есть 3 сцены, ну я поэтому их уберу, эти сцены, чтобы их не было, и чтобы мы могли начать с самого начала. Вот у нас, например, наша модель, нам надо, чтобы занимала такое положение. Вот мы ее поставили в такое положение, все, и создали, нажали кнопочку «Создать сцену», создали. Теперь повернем эту модель в другое положение, создадим сцену 2. Вот это получилась у нас сцена 2. Мы можем вернуться к сцене 1 и к сцене 2. Это удобно, не надо нам искать, да, как мы там бывает часто ищем, как повернуть модель, чтобы это было видно. Вот, например, эта сцена у меня будет 3. Вот было 2, а теперь у меня 3. Теперь я поверну модель и опять создам сцену. Это будет сцена 4, это сцена 5, сцена 6. Могу сделать вот так, например, сцена 7. Ну и так, например, сцена 8. Вот у меня получилось 8 сцен, там 9 даже, да? Значит, включаю я первую сцену. И вот моя модель стала так, как я в первый раз смотрел. Потом вторую включаю, модель поворачивается, третью поворачивается, четвертую, не надо ничего ловить. Все можно посмотреть, продемонстрировать так, как нам хотелось. Включаю там 7-ю сцену, 8-ю. 9-ю сцену и так сколько угодно. Мало то, что мы можем эти сцены сделать, мы можем даже показать небольшую анимацию. Анимация, чтобы показать анимацию, то нам надо открыть вкладочку «Вид», и внизу есть анимация. И вот здесь есть кнопочка «Play», «Играть». Включаю. И смотрите, что происходит. Сцены демонстрируются по очереди. Я ничего не нажимаю, не кручу. Все происходит самостоятельно. То есть все происходит как в анимированном фильме. Пока не пройдут все сцены. Обратите внимание, вот они здесь подсвечиваются. И вот таким образом можно записать буквально целый такой фильм. Вот смотрите, прошел до 9 и теперь возвращается по новой. Да. Для демонстрации вот нашего объекта, который у нас сделан, то, например, посмотреть его, как он выглядит, очень удобно через показ такой анимации. Вот, в принципе, все 3 инструмента на букву «С», о которых мы с вами должны были поговорить сегодня.